1990-х годах румынский математик и экономист Стефан Мандель нашел удивительно эффективный способ обхитрить лотерею в Австралии, Великобритании, Румынии и США. Он привлек внимание тысяч вкладчиков, сорвал несколько джекпотов, что сделало его довольно известным, а после этого выбрал жизнь отшельника, уединившись от общества. Как именно ему удалось реализовать этот невероятный замысел и обхитрить систему, вы сможете узнать, посмотрев это увлекательное видео. Алгоритм выбора чисел стал его ключом к успеху. В конце 1960-х молодой и амбициозный экономист Стефан Мандель искал надежный путь к тому, чтобы свести концы с концами и обеспечить свою семью. Его зарплата в Румынии составляла всего лишь около $88, что было крайне недостаточно, чтобы прокормить всю семью, включая жену и двоих маленьких детей. Мандель начал осознавать, что просто выжить на такую незначительную сумму чрезвычайно сложно. В итоге он решил, что единственным выходом из сложившейся ситуации является выигрыш в лотерее. Он потратил несколько лет на глубокие исследования теории вероятностей и разработал свой уникальный алгоритм выбора чисел, основываясь на методе, который он назвал комбинаторной конденсацией. Этот математик утверждал, что может с большой точностью предсказать 5 из 6 выигрышных номеров. Данный подход существенно уменьшало количество потенциально выигрышных комбинаций с миллионов до тысяч, что в значительной степени увеличивало его шансы на успех. Вместе с друзьями он выкупил множество лотерейных билетов румынской лотереи, которые, по его мнению, имели наивысшие шансы на победу. В конечном итоге его выигрыш составил 78 тысяч лея, что в переводе составляет около $19 тысяч. После возмещения всех своих расходов у него осталось на руках около $4 тысяч, что представляло собой приличную сумму для старта новой жизни. Эти средства были достаточными для того, чтобы подкупить чиновников и благополучно бежать из Румынии. Лото-синдикат Мандель обосновался в Австралии, где ему пришла в голову смелая мысль, как наверняка выиграть джекпот. Он пришел к выводу, что надо просто выкупить билеты со всеми возможными комбинациями. В австралийской лотерее покупатель билета сам выбирает комбинацию из 6 чисел, от 1 до 54. Процесс можно было значительно упростить, поскольку позволялось распечатывать билеты дома, а затем зарегистрировать и оплатить их в удобной торговой точке. Если бы он выкупил по одному билету с каждой комбинацией, то главный приз, вероятно, точно бы был разыгран, а прибыль составила бы впечатляющую сумму, даже с учетом всех расходов на это дело. В течение нескольких лет он убедил несколько сотен инвесторов объединить свои финансовые вложения и создать крупный лото-синдикат. Он автоматизировал процесс печати билетов, а также организовал составление в одной комнате множества компьютеров и принтеров, которые изготовляли квитки с нужными комбинациями. Синдикат выжидал, когда джекпот станет значительно больше суммарной стоимости всех билетов, а затем осуществлял закупку тысяч билетов, чтобы обеспечить себе максимальную вероятность выигрыша. Им удалось выиграть 12 лотерей в разных частях Австралии и Великобритании. Однако многократные победы привлекли внимание австралийских чиновников, которые резко отреагировали на подобные успехи. В первую очередь, они запретили принимать билеты, распечатанные на принтере, а после этого покупку большого количества билетов одним человеком. Тонна выигрышных билетов ставила вопросы, и Мандель нашел единомышленников в США. Он принял решение попытать удачу и выиграть в лотерее Вирджинии. В этой лотерее нужно было выбрать числа от 1 до 44, что означало, что для успешного выигрыша
было достаточно выкупить всего 7 миллионов 55 тысяч 52 комбинаций. Математик создал траст, в который более 2500 инвесторов вложили суммы от $3000. Так ему удалось собрать более 9 миллионов долларов, что дало возможность развернуть деятельность на новом уровне. На складе в Мельбурне он установил 30 компьютеров и 12 лазерных принтеров, а также нанял 16 сотрудников, которые печатали 7-метровые полоски билетов, где предварительно были отмечены все возможные комбинации. На это ушло целых 3 месяца. Потом тонну бумаги отправили в США, а пересылка обошлась в $60. Сумма по сравнению с потенциальными выигрышами была совершенно незначительной. 12 февраля 1992 года джекпот лотереи Вирджиния достиг удивительных 27 миллионов долларов. Координатор американской компании собрал команду из 35 курьеров, которые за 2 дня оплатили билеты в 125 точках, включая заправки и супермаркеты. Однако одна из сетей, которая приняла билеты Манделя, не смогла обработать их, все, что стало печальным недостатком всей операции. В результате в систему поступили данные только 5,5 миллионов билетов, что составило 78% от общего количества. 15 февраля прошел розыгрыш лотереи, и победный билет все-таки оказался в числе купленных. Команда Манделя выиграла 27 миллионов долларов, а также дополнительные призы на сумму в $900 тысяч, что стало настоящим триумфом для всех членов синдиката. Однако власти расценили действия Манделя как попытку обмануть лотерейную систему и стали инициаторами 4-летнего правового разбирательства, в котором участвовали 14 различных агентств из разных стран, включая таких тяжеловесов, как ЦРУ и ФБР. В конечном счете ни сам математик, ни его траст не были признаны виновными в каких-либо нарушениях, что стало удивительным исходом целой эпопеи. Тем не менее, Мандель выручил более $1 миллиона на победе в лотерее Вирджинии. Правда, в дальнейшем он распорядился этими деньгами не самым разумным образом и в 1995 году объявил себя банкротом. Одна из его неудачных инвестиций закончилась 20-месячным тюремным заключением в Израиле, что стало большим ударом для его репутации. Сейчас математик на пенсии, и он живет на тропическом острове Вануату у берегов Австралии, наслаждаясь спокойной жизнью. Стефан Мандель так и не раскрыл свой алгоритм выбора чисел, оставляя этот секрет при себе. После его громкой победы большинство стран мира запретили массовую покупку лотерейных билетов, чтобы предотвратить подобные схемы в будущем. «Я человек, который рискует, но рассчитывает шансы», сказал он в интервью румынской газете «Бурса». «Бриться – тоже лотерея. Всегда есть шанс, что я порежусь, получу заражение крови и умру, но я все равно это делаю. Ведь шансы в мою пользу».